Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз, старинный цыганский пасьянс, что произойдет совсем скоро, события ближайшего будущего, ближайших дней, мои дорогие. Давайте будем ориентироваться как Таро на неделю, ну или плюс-минус, потому что кто-то мне пишет, что у меня это буквально произошло очень быстро, у кого-то идет в затяжку, а у кого-то вообще ничего не совпадает, поэтому будем реалистами. Сентябрь месяц – это месяц ясности. Как сказала Мария Кюри, время, чтобы больше знать, чтобы меньше бояться. И хочется добавить, время, когда и не прятать, и уж точно не прятаться. Речь не идет о том, что мы чего-то испугались или кого-то. Хотя, может быть, у кого-то и именно так. Но тут ведь, понимаете, не прятать, я имею в виду какой-то вопрос, проблему, не утрамбовывать вглубь самого себя или самой себя. А не прятаться – это то, что мы не уходим от решения вопроса. Может быть, нам и придется принимать что-то взвешенное, да, как решимость даже, которая в конечном итоге вот в это выльется. Ну, давайте мы разложим карты пасьянса, события ближайших дней для львов, что нам подскажут. Именно больше события нам эти маленькие карты рассказывают. Смотрю я, смотрите и вы. Что за история? С чем будут связаны ближайшие дни? Позже на колоде Таро мы немножко проясним ситуацию. Вот у вас победа по какому-то вопросу. Победа – это всегда приложенные усилия, которые не просто не напрасны, а результат, мои дорогие, вот какой-то результат у вас будет. И у вас еще совпадает, смотрите, кот – это флирт, это хорошее настроение. Ну, может быть, и игривое настроение. Почему нет? Это прекрасно. Значит, это вдохновение. Это в целом какой-то позитивный период жизни в ближайшие дни. И само по себе это здорово. Но есть и переживания. Ну, конечно, куда ж без них. Вы знаете, тут могут быть переживания по какому-то череп, да, это нет конкретики, это наши где-то на уровне наших эмоций. А у вас, а мы в нашем раскладе можем, пасьянсе точнее, соединить крайние ряды, у вас еще и совпадает, смотрите, кубок, гости. Либо вы в гости, либо к вам гости. Может быть, это какие-то визитеры в ваш дом, да, и вы волнуетесь, предстоящая встреча. Или вам куда-то придется отправиться, и тоже есть волнение. Или, может быть, волнение по части победы, сумею ли удержать вот те позиции, которые я достиг или достигла. И правда, одно дело достижение, да, достигнуть чего-то, какого-то уровня, а сложнее удержать заданные позиции или занятые позиции. Тем не менее, спокойное течение жизни. Либо будет много работы, и в целом месяц сентябрь – это много работы. Более того, есть еще и такой момент, когда мы свои уязвимости прорабатываем. И я не останавливаюсь, о чем это я сказала подробно, а вас приглашаю на свой сайт. Я там подробно как раз раскрываю на сентябрь месяц. Основные задачи – это то, что, ну, как бы планетарные транзиты. У вас выпадает книга, официальное учреждение, и у кого-то это больше времени на работе. Или, может быть, как важное согласование. Учреждения могут быть и образование. Предположим, вы решаетесь учиться, и, ну, у кого-то курсы, у кого-то второе, высшее, может быть, третье, да, образование. Или когда вы какие-то навыки, ну, может быть, когда больше контактов, кстати, может быть, с людьми, наделенными властью, потому что, ну, все-таки инстанции, или больше контактов с руководителями, если вы работаете по найму. Здесь есть какая-то тема, очень интересно, мои дорогие. А где же это у меня две карты? Стоп. Вот как-то так пошло. Хм. И вы знаете, я не буду менять. Это я такая невнимательная из ящика стола. Я вот достала одну кучу, да, а вот две карты у меня где-то выпали. Ладно. Ну, значит,
Не будем, опять же, переделывать, оставим. Значит, по судьбе как будто так, да, было задано, чтобы львы услышали именно такую информацию. Почему, мои дорогие? Может быть, если бы сразу разложила эти карты, они бы создали путаницу. Так тоже бывает. Иногда, ну, если нам жизнь закрывает какой-то путь, надо не думать: "Не, дай-ка я сейчас еще раз, да, вот это все перемешаю и по новой начну". Нет, значит, подсказки такие идут, и поэтому ничто не бывает случайно, я в этом убеждена. А у вас ведь, посмотрите, правда, могло бы и не совпасть. Солнце доброй перемены. Причем это вы сейчас можете подписывать какие-то соглашения, может быть, это и устные договоренности по части работы, может быть, это договоренности даже по части личной жизни. Все же мы все разные. Тут у вас кот, хорошее настроение, тут как будто в разных сферах жизни, мои дорогие львы, какие-то позитивные намечаются либо перемены, либо возможности, ну, у кого что. Но Солнце – это правильное направление или выбор правильного направления, поэтому выбор я все-таки не исключаю. Раз есть перемены, стало быть, мы и выбор имеем. Но даже если придется определяться, будьте внимательны, потому что это то, что, от чего будет зависеть ваше благополучие последующие месяцев 6-8. Но видимо, пространство, Вселенная, высшие силы хотят для вас сложить какую-то красивую палитру, так и хочется сказать. Смотрю, что еще совпало. И пока не вижу ни по вертикали, ни по горизонтали. Оставим все как есть. Значит, судьба. Ладно. Что прояснится? Ну, у кого-то прояснится денежная история, денежная, может быть, которая касается вашей семьи, потому что по королю Пентаклей иногда наши близкие. Ну, партнер по браку, например, да. Ну, если меня смотрят мужчины, может быть, это ваша какая-то составляющая, когда, ну, могут быть вопросы, когда вы кому-то помогаете. Хотя я допускаю, все же по полу мы карту не рассматриваем, это статусная карта и одновременно, ну, построение карьеры и в целом благополучие, я об этом говорила, но и еще и могут быть как бы увязаны воедино вопросы дома, жилища, может быть, вопросы с банками, ну, все то, что благополучие, материализм, мои дорогие. Может быть, и знакомство с таким мужчиной, мои дорогие девочки, почему нет? И по королю Пентаклеве это надежные люди. Но это консерватизм, мои дорогие. Где-то это может и вас касаться. Но и судьба может свести с таким человеком. Поэтому не ждите, что, знаете как, мимолетное увлечение каким-то, ну, может быть, импульсом, да. А это может быть, но это будет все равно, возможно, для какого-то человека больше, чем импульс. Потому что по королю Пентакли проходят те люди, если мы сказали консерватизм, это те, которые, ну, они не совсем любят себя перестраивать часто. Да, они сделали себя сами. Они ни на кого не надеются, свое благополучие строят сами. Но если уже сделал какие-то выводы, прошел какой-то сложный путь, король Пентаклей. И неважно, это девочки тоже, мои дорогие, можно быть, или женщины могут быть в таких энергиях. Но, знаете, вот этот опыт, сын ошибок трудный, он не дает человеку вот так вот очень быстро, гибко где-то перестраиваться или менять свое мнение, кстати. Может быть, и судьба вас с таким человеком сведет. Вы можете прочувствовать, что вы немножко в разных энергиях, но это не исключает, что может быть плодотворное сотрудничество, дружба, да, а то и любовь, почему нет. Ладно, так что ж там у вас будет проясняться, давайте будем узнавать. А вот то, что было как на паузе, то, что подзастряло, то и будет продолжаться, развиваться, проясняться. А что это такое? Может быть, кстати, четверка мечей. Это вы будете где-то мечтать об отдыхе. Ну, больше бы сказал ваша карта, если по энергетике, королева жезлов.
Все же, если гороскоп, это вы, мои дорогие львы, или Овен и Стрелец. И пусть у нас выпадает королева. Ну, опять же, может быть и мужчина. По полу не рассматриваем. Архетип этой карты – это тоже сильные люди, которые надеются сами на себя, которые умеют правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. И вот у нас король Пентаклей перевернулся. Это вы, может быть, и ваш партнер, или знакомый, какое-то контактное лицо, какой-то друг, может быть, и кто-то из родственников, и неважно, опять же, по полу не рассматриваем. Но вот какая-то история, может быть, которая стоит на паузе, и вы не знаете, что с этим делать. И пытаетесь прояснить этот вопрос, и куда идут наши отношения. Или, если допускаю, была ссора, и каждый взял какую-то паузу, потому что, ну, как такое молчаливая, ну, молчаливая конфронтация или молчаливое, наоборот, перемирие, но, тем не менее, без движения, да. Вы будете думать, что, к чему это все идет, а все равно, смотрите, есть ситуация выбора с конкретным человеком. И неважно, у кого это женщина, родственник, друг, ситуация на работе. Вот у вас проясняется какой-то вопрос, когда это вы словно на выборе. Да, есть желание, есть импульс, хочется что-то по-своему, но есть еще и глаз мудрости. Все-таки мы приводим мысли в порядок по четверке мечей. И тут будет важно не замечтаться. И еще один момент. Мы складываем оружие. Мы уже никому ничего не доказываем. А что это? Чего это может касаться? Давайте достанем дополнительную карту. Ну, может быть, это вот семерка мечей. Называют карта вора. Карта хитрости, обмана. И здесь у каждого по-своему. Может быть, и вы пытались в обход какой-то вопрос решить, но не получилось. Может быть, это вас обманули, мои дорогие. Все же, ну, будем честны сами с собой. И если у нас мы тоже пытались решить какой-то вопрос, ну, каким-то альтернативным путем, ничего не получилось. Получился какой-то застой. Мы вовремя отступаем полшага назад, понимаем, что мы себе можем навредить. Иными словами, мы складываем оружие. Но вот задача стоит как бы забрать свое, может быть и так. Но тут нам ни разу не говорят о том, что мы прямо сейчас как-то можем это форсированно изменить. Вот, наверное, нет. Тут явно что-то нужно прояснить. Тут могут быть и наши заблуждения по поводу конкретного человека. Правда. Мы представляем человека в одном каком-то свете, а ведь по факту ведь это может быть совсем по-другому как-то. А что такое семерка мечей? Но правда, у кого-то разрушение по части взаимоотношений, и неважно, опять же, с кем. Родственник, друг на работе, коллега, соседи или, ну, посмотрите, 16-й аркан, башня. Если это касается конкретного человека, вы знаете, тут неоднозначная ситуация. Тут может быть такая ситуация, когда вы просто-напросто, ну, например, не видели, из чего, допустим, растет вот, да, вот эта ситуация, из чего она сложилась. Или восприятие иногда. Мы воспринимаем конкретного человека так, потому что, ну, мы даже его знали долгое время. А может быть, либо у человека какая-то сложная ситуация, и он по-другому не может действовать, а для вас это как открытие, да, он как-то себя странно ведет, или, ну, по вашему мнению, неподобающим образом, или пошел человек в разнос. Вот все же башня, вот как будто есть история, которая начинает разрушаться, да, и вы хотите, вы не знаете, что с этим делать. И, может быть, даже у кого-то отношения, которые тоже, ну, нет взаимопонимания. И у кого-то из вас понимание именно этого, что если я сейчас педалировать что-то буду, то тогда какой-то фиаско получится. И тут нет. Тут надо с каким-то новым подходом. А что это башня? Соблазн. Да, тут правда, мои дорогие, проясняется, почему не нужно настаивать на своем. Но это правда. Может быть, это вы как сторонним наблюдателем не согласны с конкретным человеком, потому что он тоже настаивает как-то, авторитарно подходит к какому-то вопросу. Но и вы в зависимой можете быть от этого человека какой-то ситуации. И я не вижу, что здесь какой-то есть движ со стороны другого человека или другой персоны.
Хотя я точно так же могу допустить, что были отношения, страстная любовь, которые вдруг закончились по какой-то причине. И, может быть, кстати, у кого-то так, человек возвращается. Нам в этот период сентября могут возвращаться люди из прошлого. Может быть, им для чего-то нужно, но я должна сказать, и период таков, что и, возможно, нам это тоже для чем-то или может быть полезно, но нам нужно тоже что-то пересмотреть, потому что ничто не происходит случайно. Здесь нельзя и замечтаться, все-таки 15-й аркан, если мы будем чрезмерно в какой-то зависимой ситуации, если мы не будем искать подход, пусть один метод какой-то не сработал, да, вот я говорила, вы пытались решить определенную ситуацию одним образом. Не пошло, не получилось. Это нормально. Значит, мы будем искать какие-то другие варианты. Но помните, что тогда вы зависите либо ли от людей, ну, может быть, или это по работе, или надо какие-то согласования даже, ну, с теми людьми, которые касаются вашей личной жизни делать. Но уже не будет как прежде, вот в чем дело. Потому что история, если мы говорим внешние события, на которые вы не влияете, так вот, перемены в жизни каждого из нас и тех персонажей, с кем вы контактируете, и одновременно даже на работу. На работе перемены. Может быть, смена руководства. И для вас-то это будут перспективы. Но, мои дорогие львы, я вижу, тут действовать скорее придется как-то иначе. Вот давайте мы с вами достанем. Ну, как действовать или ну, что-то же нам подскажут карты. 3 знака судьбы, 3 карты. Ну, выбор придется делать. Паш Пентаклей. Внимание к деталям. У кого-то, если о личной жизни, здесь могли быть вопросы с детьми. И тогда с новым подходом как-то придется к своему чаду, может быть, даже взрослому достаточно, тоже искать, и вам, кстати, подход, да, или как-то взаимодействие искать, может быть, и так. Но я не могу сказать, что тут есть со стороны тогда, вот как Паш Пентакли иногда это говорят о наших, если детях, да, но я не вижу тогда конфронтации или какой-то настроенности такой. Нет, тут есть как определенная гибкость. Ведь часто по этой карте и мы учимся тоже. Ну и кроме того, у вас будет много информации. Паш Жезлов, Паши это всегда вестники. Вот у вас как будто 2 вестника или как 2 новости или 2 важных информации. Но нам тут буквально какую-то траекторию еще предстоит просчитать, продумать. Причем пентакли, значит, какая-то финансовая составляющая. Будьте внимательны к информации, которую вы получаете. Второй знак судьбы. Смотрите конкретно в будущее. Двойка жезлов именно в этой колоде. Это когда мы уже готовы к следующему шагу. Может быть, мы подводим итоги. Но с другой стороны, двойка жезлов на данный период времени, ближайшие дни, мои дорогие, все-таки тут взаимодействие. Вам, мои дорогие львы, ну, словно придется, может быть, в ближайшие дни, словно сидеть на 2 стульях. И вашим, и нашим. Дипломатия. Потому что есть какая-то путаница. Может быть, это путаница, вот есть победа, да? Но тут же не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. А любая победа нас окрыляет. Это здорово. Но иногда, знаете, и окрыляет, и придает самоуверенности. Но иногда самоуверенность граничит с самонадеянностью. Вот тут вот такой очень тонкий переход, вибрирующий, и мы ведь не замечаем. Это не касается лично вас, это может касаться всех остальных. А тут что-то, знаете, как в складках света и тени. Еще пока вот есть четко ситуация, а может быть и не одна, и она не совсем на 100% зависит от вас, от вашего решения, от вашей решимости, а именно от взаимодействия, от того, как вы сумеете выйти из какой-то ситуации или пойти на какие-то компромиссы, пусть, может быть, даже в ближайшие дни, а дальше будет видно. Но вы же посмотрите, солнце на кону и перемены добрые. Мы ведь всего лишь люди, и находясь на определенном отрезке жизненного пути, мы не всегда, согласитесь, можем увидеть, что же будет завтра, а послезавтра, а через год.
будьте внимательны, потому что если мы тут сейчас что-то начнем ломать, тут и так происходит какая-то ломка. Старший аркан башня. Это трансформация. Трансформация идет вокруг вас. А если вы, затеете где-то еще в более таком узком кругу, тогда получится, по крайней мере, может создаться некоторый хаос. А тут нам наоборот нужно что-то прояснять. Вот вы можете искать информацию сами, кстати, чтобы для себя что-то прояснить. Третий знак судьбы. Все отстроится. Посмотрите, аркан звезда – это когда исполняются наши желания. Это так. И у вас желание исполнится. Но вообще я бы сказала, смотрите, пусть у вас в раскладе цыганском выпало солнце, а здесь звезда. И я часто говорю в своих раскладах, что есть две карты выбора правильного направления. Солнце – это месяцев 6-8, четкая дистанция, а звезда лет 10-20, какой-то марафонский забег. Вот вы сейчас представьте, победа есть, вот есть какие-то ваши достижения, но из этого солнца нужно построить как нить Ариадны лет на 10-20. Вам нужно видеть как минимум на пару шагов вперед. А вокруг путаницы мы только что с вами долго раскрывали эту тему. И, кстати, так и не раскрыли нам. Единственное, два старших аркана, мало что трансформация, так еще и 15-й старший аркан. И тут, знаете, с одной стороны, это то, что нам нравится, или то, что нам хочется. С другой стороны, это какая-то игра, которая может перейти в опасность. Поэтому тут не время для игры. Здесь какого-то скрупулезного, осознанного, критического мышления. Но, правда, все карты об этом. И все же старший аркан – это перед вами сейчас открываются возможности. Несмотря на турбуленцию, трансформацию, еще, может быть, какие-то зависимые темы или отношения. Но если мы, повторюсь, начинаем что-то ломать, то вместе с внешними еще событиями мы пока не видим и можем что-нибудь не то сломать, хочется сказать. А для нас это будет что-то очень волшебно доброе. Поэтому продолжайте. Где-то будьте дипломатами. Видимо, я так думаю, сидеть на двух стульях, перемещаться, может быть, между одним и вторым. Как будто так будет правильно. По крайней мере, такие были знаки судьбы. Потому что на кону, как и победы, добрые перемены, и новое качество жизни на длительный период времени. Видимо, в ближайшие дни. Основной совет высших сил – не пытайся, лев, одним махом разрешить все вопросы. Потому что, может быть, и большое видится на расстоянии, может быть, и добрые дела наспех не делаются. И вот такая осознанность вам помогает. Не торопись, одним словом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы. Я благодарю за ваши добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал и оставайтесь со мной. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.